Привет! Я очень люблю домашний зеленый лук за его вкус и пользу, но зимой на огороде его не вырастешь, а в супермаркетах он не лучшего качества. В общем, мы решили обеспечить себя зеленым луком на целую зиму, и сейчас научим вас. Для начала нам понадобятся луковицы маленького или среднего размера. Их можно купить на рынке у бабушки или попросить у своей бабули из деревни. Теперь берем нож и срезаем вершки луковиц, да так, чтобы зацепить мякоть. Выглядит жестоко, но к удивлению, таким образом мы значительно ускорим появление зеленых перьев. Куки тоже не дождется, когда же вырастет свеженький лучок. Итак, мы получили вот такую кучу лука, которую пересыпаем в другую емкость и заливаем ее водой как минимум на несколько часов, а еще лучше на сутки. Тем временем мы подготовим подложку под наш лук. В первом случае это будет обычный грунт с огорода, а во втором мы возьмем вот такие древесные опилки, и чем они будут мельче, тем лучше. Заливаем водой и хорошенько пропитываем их. Со временем возвращаемся к нашему луку и видим, что он уже успел пустить маленькие корешки. Отличное начало! Теперь нужно воткнуть луковицы в грунт как можно плотнее друг к другу, чтобы не терять полезной площади. Получилось вот такое густое насаждение. Ох, и урожай должен быть! Но это еще не все. Мы нашли еще один интересный способ выращивания зелени лука. Попробуем и его. Для этого нужно взять большую бутылку от газировки и проделать в ней отверстие примерно по размеру лука. Поначалу мы использовали коронку для дрели, но обычные ножницы оказались даже лучше в этом деле. Теперь отрезаем вершок бутылки и начинаем засыпать внутрь грунт. Когда мы будем доходить до какого-то отверстия, то вставляем в него луковицу и засыпаем дальше. В самом верху просто набиваем луковиц и в итоге получаем вот такую штуковину. Теперь нужно поставить все заготовки в самые светлые места в доме и изредка поливать. Все растения нуждаются в свете, и лук не исключение. Уже в первые дни вы заметите, что начинают пробиваться зеленые ростки, а корешки будут становиться все больше. Куки также постоянно следит за процессом. Нам попались разные сорта, и некоторые луковицы пробивались скорее, а другие позже. Но в итоге все они проросли. В ускоренной съемке кажется, что происходит какая-то невероятная магия. Но на самом деле за несколько секунд проходят целые сутки. Чтобы показать развитие корневой системы, мы поставили луковицу в обычную воду, и вот что получилось. В общем, по прошествии более чем 2 недель мы получили вот такой урожай. Я считаю, что очень даже неплохо. Только посмотрите, как сильно развились корни. Луковицы в бутылке также показали хороший результат. Такой способ выращивания помогает сэкономить полезную площадь на подоконнике. Луковицы в грунте чуть побольше, чем луковицы в опилках. И не потому, что грунт лучше, просто этот лоток мы досвечивали лампами, пока снимали ускоренную съемку. Кстати, еще мы провели небольшой эксперимент, чтобы продемонстрировать наклон растения в сторону источника света. Выглядит будто компьютерная графика. Куки уже не терпится собрать урожай и сделать салатик. Вот таким вот образом можно обеспечить себя луком и его витаминами на целую зиму. С одного лотка мы получили приличное количество зеленого лука, хотя лучше срезать его по мере надобности. А вместо срезанных у нас начали появляться новые росточки.
Попробуйте и вы. Употребляя лук зимой, вы укрепите свой иммунитет и поможете защититься организму от различных болезней.